Чтобы полюбить страну, я должен развести костер на ее земле. Однажды я поехал в Израиль, чтобы развести костер в эвкалиптовой роще, где на каждом дереве была жестяная бирка с номером, но были и богатые дровами места для костров. В Израиле много наших. Между рощей и берегом озера Кенерет, по которому один галилеянин прошел-таки посуху, лежит названная его именем тропа. Тропа привела в Капернаум. Может быть, я еще расскажу о том, чему научила родина апостола Петра, но сейчас только о Белой синагоге. Она показалась похожей на театр, и я сел на каменную скамью. И вдруг понял, что обтесанный много веков назад камень делает все ту же работу, дает человеку возможность остановиться и подумать. А потом Шламит отвезла меня в Каразин, и я перешагнул через порог. И та же мысль. Он по-прежнему делает свою мистическую работу рубежа между домом и внешним миром. Я вернусь еще к порогу. Запомнившиеся скамьи поставлены в мире внешнем. Это на Пиниге. Удивительно красивая река. На высоких ее берегах стоят отрезанные от мира села. А на самом обрыве обязательно скамья. Значит, необходимо пенежанам на исходе дня выкурить папиросу, глядя на красоту. Это не предположение. И окурки я видел, и ревнивый вопрос «красивая у нас река?» слышал от них не раз. Мемориальные скамьи в Шотландии тоже стоят высоко над простором. На этой написано «В память о Дэвиде Россе от его друзей в Элгине». Отдохни и полюбуйся прекрасным пейзажем в месте, которое он так любил. Кантабрия. Маленькая и бесконечно разнообразная провинция на севере Испании. Уголок, обращенный к дороге. Напейся холодной водой, путник, и отдохни. Павловск под Санкт-Петербургом. Красивейший на земле парк. Когда глаза и ноги устанут воспринимать это произведение высокого искусства, можно посидеть на одной из уединенных скамей и вспомнить другие. А второй порог встретился на Суре. Я искал место для последней стоянки и никак не мог найти. От безнадежности полез на крутой песчаный обрыв. Преодолел. Наверху была полоска дремучего леса. Мрачно, но место для стоянки есть, если сумею поднять снаряжение. Сумел. Отдышался. И увидел порог между лесом и местом, где будет стоять палатка, открытая ветру с реки. Настоящий дом. Я к чему все это? Пришел новый Минухин. Долгого пути тебе, человек, интересного пути. И пусть на твоем пути связью времен стоят скамьи, чтобы отдохнуть, подумать и двинуться дальше. Решимости тебе перешагнуть свой порог. Счастливых возвращений!